Эфес известен прежде всего как город богини Артемиды, прекрасной дочери отца богов Зевса. Однако на протяжении многих тысячелетий здесь жили народы разных культур и религий. В эпоху своего расцвета Эфес был одним из важнейших портов античности. Со временем отложения речных наносов из Малого Мендереса привели к обмелению порта. Так город постепенно потерял свое значение. Сейчас он находится в 9 километрах от морского побережья. В связи с географическими условиями, а также в оборонительных целях, Эфес многократно переносился с одного места на другое. Наконец, в период эллинизма он был выстроен на его сегодняшнем месте. Монументальные здания, которые вы увидите на вашем пути от Агоры до библиотеки и от терм до богатых домов на холме, были построены в эллинистические и римские периоды. Территория, которую сегодня можно посетить, это лишь небольшая часть античного города. Свою золотую пору Эфес пережил во время Римской империи. Тогда в нем проживало более 200 тысяч жителей. Это был самый крупный и влиятельный центр Малой Азии, не только в отношении торговли и политики, но и наук, образования и культуры. Храм Артемиды, одно из 7 чудес света древнего мира, притягивал в те времена толпы посетителей, как, впрочем, и сегодня. В период раннего христианства Эфес также играл центральную роль. Город упоминается в Новом Завете как одна из 7 общин Малой Азии. Считается, что именно здесь жили Дева Мария и Иоанн после смерти Христа. Термы Государственной Агоры были построены в центре этого района, вблизи от Агоры, где происходила политическая жизнь. В банях их посетители охотно обсуждали различные темы от политики до философии. Поэтому для государственных мужей города термы Агоры выполняли важную функцию. В римский период термы были как в архитектурном, так и в социокультурном смысле символом прогресса в культуре. Элементом этого прогресса является система отопления в полу, так называемый гиппокауст. Недалеко от терм находится цистерна, а также нимфей или кания баса. Отсюда вы можете увидеть руины этих сооружений, которые обеспечивали город водой. Строения для системы водоснабжения, а также административные здания на входе в город подчеркивают высокий уровень благосостояния и политическое значение Эфеса. Город был знаменит своей чистой водой и системой канализации. Вода подводилась к городу по акведукам и накапливалась в одном месте. Затем она распределялась с помощью тщательно продуманной системы из глиняных труб по всем районам города. Глиняные трубы водопровода и канализации были подведены к домам Эфеса. Их можно до сих пор увидеть вдоль дорог. Агора – рыночная площадь, вероятнее всего появившаяся в Эфесе во время правления Римской империи Клавдия I, была центром жизни и торговли в городе. И относится она к 2 наиболее крупным агорам античного Эфеса. На этом месте в непосредственной близости от ратуши и священного района проходили политические собрания и религиозные церемонии. Около агоры размещались многочисленные административные и политические здания и другие строения общественной жизни. Здесь, например, находилась базилика, в которой была размещена торговая биржа Эфеса. В центре агоры также стоял храм в честь императора Августа. Фронтон храма украшала великолепная композиция статуй, изображающих сцену ослепления одноглазого циклопа Полифема Одиссея. Вы можете увидеть эту группу статуй в музее Сельджука, посетить который мы вам очень рекомендуем. В Древней Греции собирался совет города-государства, назывался Болевтерий. Городской совет решал всевозможные вопросы повседневной жизни. Например, он устанавливал цены на изготовленные здесь товары. Поэтому Болевтерий строился вблизи других правительственных зданий агоры. Городской совет избирался аристократами города. После его заседания в Болевтерии он провозглашал в народном собрании принятое им решение. После того, как во времена Римской империи центральное управление приобретало все более важное значение,
Булифтерий лишился своей прежней функции и был переделан в Одеон, некое подобие концертного зала. Здание было сооружено на деньги состоятельных и видных семей Эфеса. Оно вмещало около 1800 человек и имело крышу, защищающую зрителей от солнца и дождя. Если вы внимательно присмотритесь, то сможете увидеть у стен Одеона колонны с изображением быка. Боги античности занимали важное место в вере и жизни людей. В Эфесе ситуация отличалась еще одной особенностью. Хотя здесь и почитались другие боги, Артемида была все-таки самым важным божеством. Она накладывала отпечаток на историю веры и исповедания города на протяжении многих столетий, за исключением христианства как официальной религии. Переход к монотеизму произошел не в одночасье. Местная вера вытеснялась в этом процессе постепенно. Насколько велико было поклонение богине Артемиде, можно увидеть по ее эпитетам, которые она получила в Эфесе: основательница, спасительница, прародительница природы, прекрасная дочь Зевса. Между Артемидой из греческой мифологии в целом и Артемидой Эфесской есть существенные различия, которые сыграли в истории города такую уникальную роль. Почитание богини в Эфесе свидетельствует о значительном влиянии восточных религий и берет свое начало от глубокого почитаемой богини Матери Малой Азии. Артемида объединяет в себе многочисленные божественные качества. Это говорит о том, что идея монотеизма постепенно формировалась уже в дохристианское время. Мы рекомендуем вам посетить также храм Артемиды, одно из 7 чудес античного мира, а также монументальный храм Аполлона, ее брата-близнеца в Дидиме. Знаменитые ворота Геракла в Эфесе. Чтобы попасть в площадь Домициана на улицу Куретов, нужно было пройти под этими монументальными воротами. Ворота Геракла символически отделяли административные и сакральные сооружения верхней части города от общественных зданий в нижней его части. Сегодня здесь сохранились только колонны от боковых стен ворот. На обеих колоннах виден барельеф Геракла, или, как говорили римляне, Геркулеса, изображенного в львиной шкуре. Справа и слева от ворот были сооружены ступеньки с той целью, чтобы заузить дорогу куретов от этого места. Таким образом, в V веке до нашей эры улица была закрыта для повозок, что делало ее только пешеходной улицей. Согласно греческой мифологии, Гера, супруга Зевса, наказала Геракла безумием, после чего он убил своих детей. В наказании за это преступление Геракл должен был выполнить 12 трудных заданий. После других приключений он попытался сжечь себя, но был спасен богами Олимпа, а затем вознесен именно Олимп. Одним из подвигов Геракла было убийство немейского льва, который поверг всю местность в страх и ужас. Геракл отправился к пещере льва и задушил его, несмотря на то, что из-за своей шкуры лев был неуязвим. После этого он снял шкуру и возложил ее себе на плечи. Этот эпизод показывает могучую силу Геракла, изображая здесь самый важный из его 12 подвигов. Ниже храма Адриана и бань Вария находились общественные туалеты города. Судя по следам на пороге дверей и боковых стен, в туалеты можно было попасть через дверь с 2 створками. В древности в общественных туалетах люди не только справляли естественную нужду, но также это было местом общения. Здесь можно было поговорить на всевозможные темы, начиная политикой и кончая торговыми сделками. Поэтому и богатые граждане часто приходили сюда, хотя у них в домах были собственные туалеты. Места для сидения в латринах не разделялись стенками и могли использоваться несколькими людьми. Все отходы сливались и отводились по каналу, который проходил под туалетами от бани Вария до самого порта. Небольшая канавка с водой перед местами для сидения служила для чистки. Туалеты имели крышу, а их пол был украшен мозаикой. Библиотека Цельса – это символ Эфеса, который приветствует вас сейчас во всей своей красе. Еще в античные времена библиотека Цельса была одним из самых внушительных зданий города. Благодаря реставрации фасада она, казалось бы, почти не пострадала за все это время. Инициатором строительства библиотеки на гробнице римского сенатора Цельса в 110 году
был его сын. Она должна была стать памятником в честь отца. Это роскошное здание было доступно и для широкой публики. В библиотеке Цельса хранилось самое обширное собрание книг античности. Она была образовательным учреждением, выполняя своеобразную функцию университета. Известно, что книги в римских библиотеках были пожертвованиями или попадали туда по наследству. Хороший пример тому – библиотека Цельса. Аквила Цельс пожертвовал 25 тысяч золотых монет, полученных им в наследство от отца на сооружение библиотеки и покупки книг. В то время книги имели форму свитков и хранились на полках, похожих на шкафы. Библиотекарями были люди интеллектуальных занятий, то есть поэты или ученые. Окна в верхнем этаже библиотеки находятся непосредственно над дверями. В здании 3 симметрично расположенные двери, к которым ведет широкая лестница из 9 ступенек. В нишах фасада расположены 4 скульптуры, а оригиналы выставлены в Венском музее Эфеса. Они олицетворяют добродетели Цельса. Слева направо София – мудрость, Аретта – мужество, Эноэ – рассудок, Эпистемия – познание. Гроб Цельса находится во внутренней части библиотеки в саркофаге, который украшают фигуры купидонов, богини Победы и рельефной розетки. Статую Цельса можно полюбоваться в археологическом музее в Стамбуле. Читальный зал библиотеки был серьезно поврежден при землетрясениях в 262 году. Фасад обвалился, вероятно, после землетрясения в средние века. Здание обнаружено при раскопках в 1905-1906 годах, а фасад был восстановлен без современных дополнений в 1970-78 годах. Выстроенный на склоне горы театр вмещал 25 тысяч зрителей и был наряду с торговой агорой излюбленным местом города. Античные театры являлись центром городской жизни. Со своими спектаклями и соревнованиями они были самым важным местом для развлечения жителей. В качестве места для проведения религиозных и политических собраний они имели для общества особое значение. Корни театрального действия уходят далеко в прошлое. Театр в таком виде, как мы его знаем сегодня, появился в Греции в V веке до нашей эры вместе с культом Диониса. Античный греческий театр имел первоначально только религиозную функцию, поэтому, кроме театральных представлений, здесь проходили культовые церемонии. Если античные греческие театральные здания строились принципиально на склонах гор, то уже во времена римского правления для строительства театра больше не нужна была эта естественная опора. Во время спектаклей актеры носили деревянные туфли с высокими каблуками и надевали в соответствии с ролями различные маски. Они могли во время представления играть несколько разных ролей. Со временем театр потерял свое религиозное предназначение и стал выполнять в римский период уже политическую функцию. Постепенно он стал самым важным общественным местом, в котором речи вызывали восхищение народа. Таким образом, он служил своеобразным барометром для оценки настроения населения. В римское время театр претерпел архитектурные изменения для проведения боев гладиаторов и зверей. Эти игры относились к важнейшим инструментам пропаганды империи. Аркадиана – это роскошная улица блистательного портового города Эфеса. Гостям города, подплывающим на корабле, открывался захватывающий вид на улицу в сторону монументального театра. Хотя Аркадиана была построена в эллинистический период, она носит имя императора Аркадия, при котором она была реставрирована. Портовая улица, на которой проходили государственные приемы и религиозные церемонии, служила в будние дни также для перевозки всяческих грузов и товаров в порт или из порта в город. Еще одна важная особенность – освещение, которое появилось после V века. Эфес был одним из немногих городов Римской империи, которые пользовались роскошью уличного освещения. С двух сторон улицы по сей день можно увидеть ряд мраморных колонн. По сторонам теснились лавки, под которыми проходил подземный водопровод. Под булыжной мостовой находилась канализация, ведущая до самого порта.
Портовые термы и гимназия чуть подальше впереди были важнейшими строениями на Аркадиане. Портовые термы представляли из себя крупнейший комплекс строений в Эфесе. Хотя в разных местах города существовали многочисленные термы и гимназии, не удивляет то, что самое крупное сооружение было построено именно в порту этого важного города. Так можно было произвести впечатление на приезжающих купцов и гостей города, а также предложить им всяческие удобства и развлечения. Церковь Марии поздней античности занимает очень важное место в истории христианства. Это первая церковь, посвященная Богоматери. Свою известность она получила благодаря Третьему Вселенскому собору в 431 году, в котором епископы определили основы христианства. Центральной темой было обсуждение тезиса Нестория, патриарха Константинопольского. По его мнению, Мария была лишь матерью человека Иисуса Христа, но не Иисуса Бога. Римский император Феодосий II созвал в Эфесе Третий Вселенский собор для прекращения споров по отдельным вопросам. Кроме Нестория, патриарха Константинопольского, в соборе принимали участие также патриархи Александрии, Антакии и Эфеса и представители Папы Римского. Эфес пережил во время собора 3 напряженных дня, наполненных событиями. В итоге тезис Нестория был отвержен и было решено, что Иисус есть Сын Божий. Связь имени Девы Марии с Эфесом имеет давнюю традицию. Согласно легенде, апостол Иоанн после его отъезда из Иерусалима переселился с Марией в Эфес. Некоторые верующие полагают, что большую часть Иоанн написал именно здесь. На кресте Иисус поручил своему любимому ученику Иоанну заботиться о своей матери. Когда Иоанн понял, что из-за преследований первых христиан больше нельзя оставаться в Иерусалиме, он уехал с Девой Марией в Малую Азию. С одной стороны, он хотел избежать опасности, а с другой преследовал цель распространения христианства в языческих странах. Таким образом, новая вера возникла через густозаселенные города в Западной Малой Азии до самого центра римского мира. Эфес стал в действительности одним из важнейших городов раннего христианства.